Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Продолжаю цикл роликов «Путешествуем с ноутбуком». В прошлой серии я рассказывал про усилитель мобильного интернета, который позволил мне смотреть YouTube там, где интернета практически не было. Ссылку на этот ролик, а также подробное описание этого усилителя мобильного интернета я оставил в описании. Как и обещал в прошлом ролике, рассказываю, как установить этот усилитель мобильного интернета на штатив. Я купил держатель для смартфона такой. Я думаю, с помощью него можно поставить эту антенну на штатив. Вот сюда подключается штатив. На нее сверху крепится антенна. И чтобы держалась, сюда ставится распорка. Что получится, я покажу в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить. Идея прошла испытание, и это я вам сейчас покажу. Изначально усилитель предназначен для установки на ровные, параллельные горизонту поверхности. А что делать, если такой поверхности нет? Или вышка находится на горе, и усилитель нужно поставить под углом к горизонту. На помощь приходит штатив, который можно поставить практически на любую поверхность. С помощью шарниров усилитель можно повернуть на любой угол. Данный штатив служит мне порядка 10 лет и обошелся мне $20. Он вполне справляется со всеми возложенными на него задачами. Я на AliExpress поищу похожий штатив и дам ссылку в описании. Надеюсь, что он будет хорошего качества. Если вы хотите поднять усилитель на большую высоту, то вам стоит использовать более дорогие профессиональные штативы. При этом стоит учитывать, что данный усилитель весит порядка 1,5 кг. Дешевые китайские штативы для удержания сотового телефона вряд ли вам подойдут. Вот для примера селфи-палка для телефона. Если закрепить ее на штатив, то можно съемку с телефона вести буквально из-под потолка. Но если закрепить на нее усилитель мобильного интернета, то она вот так вот складывается, и этот шарнир не выдерживает нагрузки. Мой небольшой лайфхак для тех, кто так же как и я думает записывать ролики из-под потолка. У этой селфи-палки есть слабое место. Внизу нее расположена втулка, которая прессована в ручку. При большой нагрузке эта втулка может вывалиться. Решается проблема с помощью хомута, который можно купить практически в любом автомагазине. Теперь я не боюсь за телефон, когда снимаю свысока. Еще один вариант поднять усилитель выше – это закрепить его на суке дерева или трубе, которая находится на необходимой высоте. Только не используйте для этого дешевые штативы с AliExpress. Я для этого присмотрел ручные тиски с шарниром. Образцы вы видите на экране. Я думаю, что профессиональные фотографы могут предложить и другие решения, но они будут гораздо дороже. Если у вас они есть, то пишите в комментариях. Давайте рассмотрим крепление самого усилителя. Основой является крепление сотового телефона с винтовым зажимом. Только я это крепление немного модернизировал. Я подпилил губки, чтобы они были такие же, как в тисках. Вырезал брусок в качестве распорки. Данное крепление к штативу крепится с помощью резьбы 1/4 дюйма. Также и сзади есть резьба 1/4 дюйма. Данное крепление регулируется от 5,5 до 10 сантиметров. В данном зажиме можно прикрепить не только усилитель мобильного интернета, но и что-нибудь еще. Например, лазерный дальномер. С помощью данной ручки можно регулировать положение усилителя. Вот, допустим, установили, закрепили. И теперь усилитель смотрит на вышку на горе.
Также с помощью этого шарнира можно повернуть усилитель вокруг своей оси, если это необходимо. Как правильно настроить усилитель мобильного интернета на базовую станцию, я описывал в прошлом ролике этой серии, ссылку я оставлю в описании. Вот такое необычное применение штатива. В следующем ролике я буду рассматривать, как подключить ноутбук к бортовой сети автомобиля или к внешнему аккумулятору 12 вольт. Для этого я буду использовать преобразователь постоянного напряжения 12 до 18 вольт, который вы можете собрать сами. В следующих роликах я буду рассматривать солнечные панели, аккумуляторы и контроллеры, которые вам помогут в путешествии. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Ссылки на подробную информацию про усилитель мобильного интернета, штативы и держатель сотового телефона я оставил в описании. Также будет ссылка на обзор данного усилителя мобильного интернета и как я его испытывал в полевых условиях. Поделитесь видео с теми, кому эта информация интересна. Особая благодарность тем, кто поддерживает канал материально. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.